Девчонки мои, всем привет-привет! Сегодня мы с вами будем вязать очень простой, легкий, эффектный узор, состоящий всего лишь из двух рядов, раппорт узора 3 петли. Запоминается узор очень быстро, вяжется настолько просто. Мне кажется, вам понравится. Давайте мы сейчас с вами свяжем образец, а потом я вам расскажу, каким образом можно применить и использовать данный вид узора. Вяжем с вами вместе. Берите любые нитки. У меня пряжа от Alize, Суперлана Миди. Метраж 170 метров в 100 граммах. Цвет 208. Я буду вязать спицами номер 3,5. Состав пряжи 25% шерсть, 75% акрил. На спице номер 3,5 набираю 26 петель. Из них 2 кромочные. Общее количество петель должно быть кратное 3. 24 петли для 8 раппортов и 2 петли кромочные. Первый ряд. Кромочную снимаем. 2 лицевых. 1 изнаночная. 3 петли, 1 раппорт. Повторяем раппорт. 2 лицевых. 1 изнаночная. Второй раппорт связали. Третий раппорт. 2 лицевых, 1 изнаночная. И так повторяем до конца ряда. 2 лицевых, 1 изнаночная. Следующий раппорт. 2 лицевых, 1 изнаночная. Снова 2 лицевых, 1 изнаночная. 2 лицевых, 1 изнаночная. 2 лицевых, 1 изнаночная. Заканчиваем ряд, провязываем кромочную лицевой. Второй ряд. Очень интересно вяжется. Давайте свяжем вместе. Буду показывать вам медленно. Раппорт узора во втором ряду у нас всегда начинается с 1 лицевой. Первая петля раппорта. Накид на правую спицу. 2 лицевых. 1, 2. Накид переносим на левую спицу. И через накид мы переносим 2 лицевых на правую спицу. Получается у нас вот эти 2 лицевых, они внутри накида. Сбрасываем накид. Раппорт 3 петли. Повторяем раппорт. Начинается у нас раппорт с 1 лицевой. Накид. 2 лицевых. 1, 2. Накид. Переносим с правой спицы на левую. Переносим вот эти 2 петли, они у нас получаются внутри накида на правой спице. Сбрасываем накид с левой петли, с левой спицы. 2 раппорта связали. Третий раппорт. 1 лицевая, накид, 2 лицевых. 1, 2. Переносим накид с правой спицы на левую. И получается у нас 2 лицевых провязанных, они оказываются внутри накида. Накид сбрасываем с левой спицы. Следующий раппорт. 1 лицевая, накид на правую спицу, 2 лицевых, накид переносим через 2 лицевых на левую спицу. 2 лицевых у нас оказываются внутри накида. Вот так смотрится узор поближе. И сбрасываем накид. Следующий раппорт. 1 лицевая, накид.
2 лицевых. Переносим накид на левую спицу через вот эти 2 петли. 2 лицевых внутри накида. Сбрасываем накид. Следующий раппорт. Лицевая, накид, 2 лицевых. Накид переносим через 2 петли и сбрасываем. Лицевая, накид, 2 лицевых. Накид переносим через 2 петли и сбрасываем. 1 лицевая, накид, 2 лицевых. Переносим накид с правой спицы на левую. Заканчиваем работу, провязываем кромочную лицевой. Все, связали с вами один раппорт. Раппорт узора в высоту 2 ряда, в ширину 3 петли. Так смотрится узор с изнаночной стороны и с лицевой. Далее, для того, чтобы продолжить вязание, мы все время повторяем первый и второй ряд. Третий ряд повторения первого ряда, четвертый ряд повторения второго и так далее. Давайте для закрепления результата свяжем еще 2 ряда вместе. Кромочную снимаю, 2 лицевых, 1 изнаночная. Повторяем раппорт. 2 лицевых, 1 изнаночная. Следующий раппорт. 2 лицевых, 1 изнаночная. 2 лицевых, 1 изнаночная. 2 лицевых, 1 изнаночная. 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Кромочную провязываем лицевой. Четвертый ряд вяжем как второй. Кромочную снимаем, 1 лицевая, накид, 2 лицевых. Переносим накид через 2 петли, и у нас 2 лицевых внутри накида. 1 лицевая, накид, 2 лицевых. Переносим накид с правой спицы на левую через 2 петли и сбрасываем. 1 лицевая, накид, 2 лицевых. Переносим накид через 2 петли и сбрасываем. 1 лицевая, накид, 2 лицевых. Переносим накид через 2 петли и сбрасываем. 1 лицевая, накид, 2 лицевых. Накид переносим через 2 петли, сбрасываем. 1 лицевая, накид, 2 лицевых. Переносим накид через 2 петли и сбрасываем. 1 лицевая, накид, 2 лицевых. Переносим накид через 2 петли и сбрасываем. 1 лицевая. Далее накид, 2 лицевых. Переносим накид через 2 петли и сбрасываем. Заканчиваем кромочную, провязываем лицевой. Все, связали с вами 2 раппорта, 4 ряда. Далее продолжайте вязать, чтобы у вас получился квадрат. Вяжем образец. Я свяжу за кадром и посмотрим, какая красота у нас с вами получилась.
Провязала я несколько раппортов, закрыла петли и давайте рассмотрим узор с обеих сторон. Это лицевая сторона. Посмотрите, какой объемный, фактурный получился узор. В меру рельефный, смотрится интересно, вяжется очень просто, легко. Изнаночная сторона тоже довольно-таки симпатичная. По эластичности очень хорошо растягивается, в ширину, в длину тоже. Пряжа для вязания подойдет абсолютно любая, и по составу, и по метражу. Давайте теперь вместе с вами рассмотрим область применения данного вида узора. Так как у нас узор эластичный, его можно заменять и применять в качестве резинки. Например, связать резинку не 1 на 1, одна лицевая, одна изнаночная, либо 2 на 2, а вот использовать такой узор будет очень неплохо смотреться. Значит, низ любого пуловера, джемпера. Связали резинку на определенную высоту, далее вяжете полотно спинки перед крючком либо спицами. Также будет неплохо смотреться, если вы, например, резинку свяжете спицами, а полотно джемпера пуловера крючком, например, ажурным узором. Следующий вариант использования. Когда вы вяжете, например, жакет, кардиган, то часть полочек вы вяжете несколько сантиметров. Это может быть 4-8 сантиметров узором, резинком, который мы сейчас с вами связали. И также здесь у нас на такую же высоту 4-8 сантиметров вяжется узор, резинка по моему мастер-классу. А здесь может быть абсолютно другой узор, ажурный, либо какие-нибудь косы. За счет этого узора у вас будет борта полочек кардигана, жакета смотреться интересно, и край будет плотный, потому что видите, здесь какой довольно-таки плотный край получается. Хорошо будут зафиксированы борта жакета, жилета, кардигана и пальто. То есть 3 варианта: жакет, жилет, кардиган, пальто, даже 4. Хорошо подойдет для вязания шапок. Можно связать шарф, снуд. И также вот такой вариант шапки будет неплохо, когда вы часть шапки вяжете узором, резинкой из мастер-класса, а макушку шапки вяжете полупатентной резинкой. Сочетание двух вот этих узоров хорошо и эффектно будут смотреться в любом аксессуаре. Это может быть шапка, шарф, снуд. Значит, здесь резинка, мастер-класс, а это узор полупатентная резинка. Конечно же, этим узором вы можете также связать плед, покрывало. Узор идеально подходит для вязания домашнего текстиля. Будет неплохо смотреться. Расход пряжи здесь, конечно, не маленький, но этого стоит. Посмотрите, какая красота. Если у вас еще есть варианты, где и как можно использовать данный вид узора, пишите в комментариях. А я с вами не прощаюсь. Увидимся с вами завтра. Заходите ко мне в гости каждый день. Я буду очень рада. Спасибо, что досмотрели видео до конца.
С вами была Елена Армина. Всем пока-пока. До новых встреч.